Приходит Мия и говорит, что она предотвратит падение храма в разврат и избавится от него раз и навсегда. Мия решает, что выгнать его будет недостаточно. Она приказывает ему сразиться с ней на дуэли, и в случае победы она его стерилизует. Они шокированы, когда Акемицу, кажется, с энтузиазмом относится к операции. Сестры покидают храм, чтобы дать Акемицу и Мии место для дуэли. Акемицу не совсем понимает, почему Мия его так не любит, и, кажется, забыл, что он ударил ее головой, когда они встретились. Мия объявляет, что у них будет дуэль на катанах, потому что Мия приехала из-за границы учиться искусству владения мечом в Японии. Акемицу решает остановить меч голыми кулаками, и происходит несчастный случай, и Мия теряет сознание. Кагура решает, что она решит, что будет делать Мия, и показывает книгу загадочных устройств для пыток, но вместо этого Акемицу требует книгу. К сожалению, Мия неверно истолковывает его просьбу о книге, и она в страхе убегает. Акемицу разочарованный засыпает, он не смог получить книгу. В ту ночь Мия навещает Акемицу, чтобы попытаться загладить свою вину, и в усталом состоянии он верит, что спит. После того, как он обнаруживает, что Кагура снимает их, Акемицу говорит Мии, что она должна защищать свою чистоту, и что все, что он хотел, это книга пыток. Мия убегает, униженная своим недопониманием. В конце концов, Мия успокаивается и возвращается в храм. Она встречает Акемицу в кладовой, но они обнаруживают, что Кагура намеренно заперла их вместе. После попытки выбраться они решают утром позвать на помощь. Акемицу исследует комнату и видит странный стол, о котором Мия неохотно говорит ему, что это стол, на котором выставлены головы предателей. После того, как Мия чихнула, Акемицу настаивает на том, чтобы дать ей одеяло, и она случайно признается, что избегает его, потому что находит его привлекательным. Смущенная Мия начинает плакать, и после того, как она успокоилась, она просит его забыть, что она сказала. Она показывает, что она приехала в Японию, потому что хотела сбежать от своей семьи, которая одержима желанием жениться на красивых людях. Мать Мия была известной соблазнительницей, и Мия оказалась в изоляции в школе. В конце концов, она подружилась с Кагурой, и они вдвоем уехали в Японию, чтобы изучать буддизм, что в конечном итоге привело их в храм. Мия надеялась, что храм станет для нее убежищем, чтобы сбежать от истории ее семьи. Но Акемицу все испортил. Акемицу тронут, потому что его ситуация с семьей та же самая, и они оба вместе плачут из-за их трагической предыстории. Мия задается вопросом, не судьба ли это, но она начинает сомневаться в себе. Акемицу подбадривает ее, объявляя, что они оба могут избежать семейной истории, вместе они достигая просветления, и они оба примиряются, чтобы тем изучать буддизм. Кагура приходит, чтобы освободить их, и дает им книгу об орудиях пыток. Но следующим утром, после того, как Юки застает их на тренировке, она наказывает Акемицу. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Тем временем Кики напоминает Юдзуки, что ее кандидат на свадьбу должен был прибыть сегодня, и она опаздывает на встречу. Акемицу помогает ей приготовиться, и они спешат на встречу. Акемицу обнаруживает, что Юдзуки надеется выйти замуж, чтобы у них был новый настоятель храма. Это потому, что храм закроется, и семье придется переехать, если у нее не будет настоятеля, и Кики может оставаться настоятелем только год. Юдзуки хочет защитить храм любой ценой, поэтому Акемицу помогает ей, одолжив мотоцикл, но после этого у него заканчивается бензин. Юдзуки ведет их в грузовик, принимая его за автобус. Она впадает в депрессию, потому что они опоздают на встречу. Но Акемицу говорит, что поможет ей любой ценой и будет пробовать сломать дверь грузовика. Акемицу одолжил этот грузовик, и они отправились в храм. Священник пришел отвезти девушку. Она была рада, что он помог ей попасть на прием вовремя. Вдруг он находит рядом с ним странную женщину. Она заметила одежду, которую носит Акемицу, поэтому она попросила его прибраться в храме сейчас, а также сказала, что ему следует перестать терять время. Тем временем Юдзуки представилась священнику. Он хотел знать, почему Юдзуки сделала предложение в таком юном возрасте. Она сказала, что любит храм Микидзуки, а также она любит своих друзей, живущих в этом храме, но заметила, что Акемицу наблюдает за ней за окном, поэтому она была шокирована и нервничала. В этот момент настоятельница окликнула его и сказала, что сват или что-то в этом роде не может присутствовать на этом интервью. Она выбрала Акемицу как сваху. Ситуация была настолько плохой, что Юдзуки смутилась и рассердилась. Акемицу спросил его, какие планы у священника после свадьбы. Священник ответил, что у него будет 10 детей, поэтому Акемицу потерял сознание из-за этого интервью, и они забрали его из дома. Юдзуки вспомнила себя маленькой. Ей всегда говорила мать, что ложь – это очень плохо, поэтому она извинилась перед Кидзя.
Она сказала, что не очень-то хочет за него замуж. Потом вспомнила слова Кики. Она хотела, чтобы Юдзуки продлила помолвку на 3 года, а потом она отменит помолвку, потому что через 3 года она окончит школу, из-за чего храм прослужит дольше и не закроется. Кидзя понимает, что Юдзуки сделала все для того, чтобы не закрывать храм. Он сказал, что храм Микизуки не стоит защищать. Она пыталась изменить его мнение, но безрезультатно. В этот момент приходит Акемицу и тоже умоляет его помочь и винит себя из-за долгов отца. Но священник сказал, что закрытие храма в его интересах. Все долги, которые у него есть, исчезнут полностью, но Акемицу сказал, что храм спас ему жизнь и жизнь Юдзуки, так что храм действительно заслуживает защиты. Священник сказал, что управление храмом никогда не будет легкой задачей и Юдзуки пострадает. Но Акемицу сказал, что поддержит ее во всем. Акемицу поклялся подарить ей счастье, и она стала застенчивой, потому что это стало похоже на брачный контракт между ними. Тогда Кидзя сказал, что согласен на помолвку, после чего Акемицу и Юдзуки опоздали на автобусный и железнодорожный вокзалы. Но они осмотрелись и нашли один из отелей. В отеле она сказала ему пойти в душ, но когда он вышел из душа, то обнаружил, что Юдзуки ведет себя странным образом. Она пошла в ванную, поэтому он включил телевизор, но увидел то, что она смотрела. Он начал думать о том, что сказала о ней ее сестра. Тем временем Юдзуки вспомнила момент, когда Акемицу сказал, что поддержит ее в управлении храмом. Она хотела остаться с ним навсегда, но когда она вышла из ванной, она обнаружила Акемицу в странном состоянии. Он был связан, чтобы не сделать того, о чем он мог бы пожалеть в будущем. Но Юдзуки закрыл глаза ему и уснула неудовлетворенной. На следующее утро они возвращаются в храм и пытаются сделать вид, что ничего не произошло. Позже Юдзуки и ее сестра Цуки идут в школу. Цуки спрашивает ее о том, что произошло после брачной встречи. Узнав, что Юдзуки отправилась в отель для свиданий с Акемицу, она напоминает сестре молчать о молодом человеке, живущем в храме в школе, потому что храм технически это женский монастырь. Цуки также хочет позаботиться о том, чтобы в школе сохранилась репутация семьи. К сожалению, как только Цуки приходит в школу, ее друзья рассказывают ей о слухах, что у нее появился парень и что некоторые одноклассники видели, как она целовалась с мужчиной в монашеских одеждах. Цуки понимает, что они неправильно понимают предыдущую ситуацию с Акемицу, но она не может об этом сказать. Что еще хуже, Акемицу появляется в кампусе в монашеских одеждах, чтобы помочь доставить ее обед. Прежде чем он успевает поговорить с ее одноклассниками, Цуки быстро устраивает на него засаду, маскируясь, чтобы он случайно не вызвал новых слухов. Она отводит его в кабинет, но также не дает ему уйти, потому что там слишком много людей вокруг школы. Внезапно приходят ее друзья, и ей приходится спрятать Акемицу с собой под одеялом. Они оба пытаются смириться с этой ужасной ситуацией, в то время как Акемицу обнаруживает, что Цуки недавно уволилась из клуба стрельбы из лука. После того, как ее друзья уходят, он задается вопросом, почему она ушла из клуба стрельбы из лука. Но когда он взволнованно заявляет о своей поддержке, в конечном итоге их обнаруживают ее друзья. Цуки действительно вступила в клуб стрельбы из лука, вдохновленная своей старшей сестрой, но когда Юдзуки решила позаботиться о храме, она была вынуждена покинуть клуб, и Цуки решила уйти. Тем временем Акемицу на следующий день убирает храм, когда Юдзуки показывает ее навыки стрельбы из лука, посоветовав ему, что это полезное занятие для медитации. Вдохновленный ее демонстрацией, Акемицу ищет Цуки, чтобы поговорить о стрельбе из лука, но средняя сестра прячется в своей комнате. Он решает использовать веревку, чтобы добраться до ее окна, и говорит ей, что закончил домашние дела по храму, чтобы у нее было время вернуться в клуб стрельбы из лука. Но к его удивлению Цуки говорит ему, что ей это не интересно, и она покидает храм. Однако, когда Цуки проходит мимо ближайшего стрельбища из лука, она не может сдержаться и заходит под предлогом помочь убрать зал для стрельбы из лука. Она обнаруживает, что непреднамеренно занимается стрельбой из лука, когда обнаруживает, что Акемицу последовал за ней. После того, как они покидают зал, Акемицу задается вопросом, почему она не хочет снова поступить в клуб, потому что она, кажется, очень интересуется спортом. Но Цуки показывает, что ее старшая сестра Юзуки намного лучше стреляет из лука, чем она, и она чувствует, что не заслуживает этого, потому что сестре пришлось уйти, чтобы заботиться о храме. Акемицу советует ей не чувствовать себя виноватой из-за ответственности, которую пришлось взять на себя ее сестре, и он приводит ее посмотреть, как Юдзуки занимается стрельбой из лука как формой медитативной практики. Он также показывает Цуки, насколько ужасно ее старшая сестра стреляет из лука и что Юзуки не умеет стрелять из лука.
Юдзуки рассказывает, что на самом деле она ушла из клуба не потому, что была слишком занята, а потому что, как бы усердно она не тренировалась, стрельба из лука у нее всегда была ужасной. После этого сестры мирятся друг с другом. А позже той же ночью Цуки сообщает Акемицу, что решила вернуться к стрельбе из лука, и когда она спрашивает его, почему он ей помог, он отвечает, что понимает ее борьбу следовать своей страсти, сдерживаясь семейными обстоятельствами. Благодарная Цуки, кажется, целует его, но отстраняется, чтобы написать «идиот». На следующий день Акемицу готовит для нее обед, и она решает официально представить его своим друзьям. Тем временем Кураге думает обо всех изменениях, произошедших за последнее время, она ценит присутствие Акемицу. Позже Юдзуки обнаруживает, что в последнее время она прибавила в весе. Она разговаривает с остальными членами храма и обсуждает возможность того, что они показывают неправильно. Отказываясь признать, что все они набрали вес, они придумывают разные стратегии, такие как диета и физические упражнения, и по предложению Цуки они начинают упражнения йоги. Но хотя они начинают хорошо, девушки в конце концов сдаются и не могут продолжать. Их следующий план – диета, и Юдзуки обсуждает возможность попросить Акемицу приготовить меньше еды для них. Ни одна из девушек не хочет рассказывать Акемицу, что они набрали вес, но Кураге говорит, что она охотно отказалась бы от одной из своих сестер, если бы могла продолжать есть эту еду. Вместо этого она просит одну из своих сестер выйти за него замуж, чтобы он мог навсегда остаться в храме и готовить для них. Отговорив ее от этой идеи, Юдзуки думает, что поскольку Акемицу готовит здоровую пищу, может им ничего не делать, пока он не приходит со свежеприготовленными сладостями для них, что полностью сводит на нет весь их прогресс. На следующий день Юдзуки просит Акемицу начать добавлять овощи во все их блюда, но когда он соглашается, он замечает, что она держит старый топор. Напуганный возможностью того, что она практикует свои навыки обезглавливания, Акемицу отчаянно пытается приготовить отличную еду, чтобы она не разозлилась и не напала на него. Но когда Юдзуки не реагирует на готовку, он теряет сознание от страха. Но Кики говорит ему, что Юдзуки практикует навык, которым пользуются главные жрецы, где они ни на что не реагируют и держат одну и ту же позицию в течение 2 дней. Это также объясняет, почему у нее не было реакции на его еду и почему раньше у нее был топор, поскольку рубка дров важна для тренировки. Вдохновленный ее преданностью делу Акемицу спрашивает, может ли он тоже присоединиться к тренировке, и поскольку он много работал в храме, Кики разрешает ему тренироваться с Юдзуки. Тем временем Мия тоже их подслушивает и решает присоединиться, что немного раздражает Юдзуки. Сначала они начинают с изучения нескольких суту и позиций поклонов у Кики, и Акемицу в шоке, что это основной навык, который монахам необходимо освоить, а это значит, что он на самом деле не стал монахом. Юдзуки приходит, чтобы продемонстрировать, как игнорирование приведет к просветлению, но она легко отвлекается и терпит неудачу. Когда они смотрят, как она рубит дрова, Кики говорит им, что Юдзуки не настоящая жрица, поскольку она все еще проходит обучение. Решительный Акемицу бросается к Юдзуки и заявляет, что поддержит ее и поможет ей стать настоящей жрицей. Но прежде чем они успевают приступить к тренировкам, их внезапно навещает Кидзя из храма Рюкоку. Удивив жителей храма, он объявляет о своем намерении осмотреть храм, который, по его мнению, находится в серьезном ветхом состоянии. Обычно спокойная Кики сердито реагирует на его присутствие, особенно когда он разочарован, что Юдзуки еще не завершила обучение. Затем он объявляет, что если через 3 месяца Юдзуки не пройдет обучение, он разорвет помолвку, что заставит их храм закрыться. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.